Дональд Трамп готов закончить еще одну войну, даже если для этого нужно будет ее начать. Предложение диктатору и толпы на улицах столицы. Азия встречает президента США. Скандальное задержание на 500 000. Кто пытался купить ядерное топливо с рук и чем это закончилось? Дроны жгут по топливному сердцу России. НПЗ, снабжающий Москву, практически остановился. Топливная сеть Путина начинает давать трещины. Что с Герасимовым? Зачем Москва выпячивает начальника Генштаба и почему так срочно выставляет тело на показ? Расскажем обо всем. В стране объявлен год траура в связи со смертью члена королевской семьи. Сильнейший удар по одной из самых популярных династий. Об этих и других самых главных событиях утро воскресенья 26 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Одна из самых сильных армий в мире готова отправиться в Украину уже в следующем году. Глава штаба сухопутных войск Франции заявил, что французская армия будет готова развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины, если потребуется. И это на следующий день после того, как высшее командование Франции предупредило о возможном столкновении с Россией в течение 3-4 лет. Об этом пишут французские медиа. 2026 пройдет под знаком коалиции. Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо, во благо Украины. Шиль также озвучил 3 уровня боеготовности от 7000 бойцов, способных выдвинуться в течение 12 часов, до сил первого уровня НАТО АРФ-2026, которые потенциально могут быть задействованы на территории Украины. Украинская разведка раскрыла свои планы и стратегию. Кирилл Буданов описал цели и причины их выбора. Украина тихо и точно душит Россию на ее же территории. ГУР уже фактически вырубил бензиновый экспорт Кремля и начинает добираться до заводов, где строят танки и ракеты. В интервью итальянским медиа глава украинской разведки подтвердил: дальнобойные удары в ВСУ – это не символика, а стратегия. Главная цель – нефтедобыча и оборонка. Мы почти вытеснили их из экспорта бензина, говорит Буданов. Глубокие удары сосредоточены в 2 направлениях. Первый – существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов российского бюджета. Вторая линия вмешательства, конечно, это нацеливание и удары по российской оборонной промышленности и компаниям, производящим оружие и технику для российских военных. Самое интересное в логике ПВО РФ. Россия прикрывает границу, оккупированные территории и золотое ядро – Москву и Петербург. Но если дрону удается прорвать первую линию, дальше, как говорит Буданов, он летит без проблем. А это значит, что незащищенные цели в глубине страны остаются уязвимыми, и в будущем таких ударов будет только больше. В подтверждение один за другим останавливаются крупнейшие НПЗ, и теперь очередь дошла до завода, который снабжает топливом Москву. Рязанский НПЗ Роснефти, один из крупнейших в стране, приостановил переработку нефти на своей второй по мощности установке после удара беспилотников. В результате атаки загорелась и была экстренно остановлена установка, которая отвечает за 26% всего объема переработки на заводе. Это около 4 миллионов тонн в год. Предприятие обеспечивает топливом московский регион и перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Только в прошлом году оно дало 2,3 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона дизеля и 4,2 миллиона мазута. Ситуация не единичная. По данным Международного энергетического агентства, нефтепереработка в РФ с начала октября упала на 10% до 5 миллионов баррелей в сутки. Перебои с бензином уже фиксируются в 57 регионах. До этого атаки дронов остановили 40% мощностей НПЗ Кинев под Петербургом и полностью Новокуйбышевский НПЗ Роснефти. Санкционное давление на Москву может снова вырасти. Вашингтон готовит новый пакет, но ждет, пока Европа сделает следующий шаг. Как сообщает Reuters, администрация Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции против ключевых секторов экономики РФ. Решение будет принято, если Кремль продолжит тянуть с прекращением войны в Украине. Речь идет не только о новых ограничениях, но и об использовании замороженных российских активов, как в Европе, так и в США. Американские чиновники уже предложили ЕС направить конфискованные средства на закупку американского оружия для Киева. В Белом доме тоже
провели предварительное обсуждение о возможном использовании российских средств внутри США. Тем временем Трамп взял паузу после первых санкций против Роснефти и Лукойла от 22 октября. Он наблюдает за реакцией Москвы. Акции обеих компаний уже обвалились на 5,2 миллиарда долларов. В Конгрессе тем временем оживили старый двухпартийный законопроект о санкциях. Трамп готов его поддержать, но не раньше ноября. Официально Минфин США уже ввел меры против ведущих нефтяных компаний РФ, потребовал от Москвы немедленно прекратить войну, а Путин в ответ назвал санкции серьезными, но не опасными и обвинил Вашингтон в подрыве отношений. Москва, двор, день и кровавые разборки, будто из криминальной хроники 90-х. Лопаты, палки, камни, дорожные знаки. Мигранты устроили массовую драку прямо у жилого комплекса Прокшина. По данным МВД, по делу о хулиганстве уже проходит около 40 человек. Всех задержанных проверяют на причастность к побоищу. По предварительной версии, вспышка агрессии произошла на фоне конфликта между рабочими. Не поделили рынок и бригаду. Стычка началась днем, быстро переросла в открытый уличный бой. Участники метались по двору, били друг друга подручным оружием, крушили припаркованные автомобили, разбивали витрины магазинов и окна жилых домов. Пострадали как минимум 4 человека. На место выезжали полиция и Росгвардия, драку разогнали, но след продолжается. В уголовном деле все больше подозреваемых, а вопрос контроля за миграционными потоками снова выходит на первый план. А сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, ведь это именно вы решаете, узнает ли обо всех этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий длиннее 6 слов, каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с нами, и продолжаем. В Тбилиси накрыли сделку на $400 тысяч. 3 граждан Китая пытались купить уран. Везти радиоактивный материал планировали в обход через территорию России. Китайские граждане хотели нелегально приобрести 2 килограмма урана и переправить его в Китай. Один из них прибыл в страну незаконно и начал искать ядерный материал с привлечением экспертов, заинтересованных в покупке. Другие участники преступной группы координировали его действия из Китая. В результате оперативных мероприятий и реализации полученной информации во время переговоров о деталях незаконной сделки подозреваемые были установлены и задержаны. Контрразведка и спецназ СГБ провели совместную операцию. Задержание прошло в Тбилиси во время переговоров по сделке. Обыски прошли в домах подозреваемых в Тбилиси и в Батуми. Мой подзащитный заявил, что работал переводчиком и не признает фактические обстоятельства, изложенные в обвинении. Он сказал, что переводил что-то связанное с компанией, с продажами, но не с ураном. Он въехал в Грузию легально, имеет маленького ребенка и никогда ранее не был замешан в преступной деятельности. Уголовное дело заведено по статье «Незаконное обращение с радиоактивными веществами». Арестованным грозит до 10 лет тюрьмы. После недель молчания и слухов о ликвидации Минобороны РФ экстренно выдало видео. Валерий Герасимов якобы жив и якобы инспектирует фронт. По заявлению ведомства, глава Генштаба и первый замминистра обороны РФ прибыл в зону так называемой СВО и проверил войска группы «Центр». На передовых командных пунктах он заслушал доклады командиров мотострелковых и морских подразделений. Видео, как обычно, без звука предоставляет Минобороны РФ. Появление Герасимова на публике выглядит как попытка Москвы закрыть информационные дыры. Ранее в российских и украинских телеграм-каналах активно циркулировали сообщения о его возможной гибели или тяжелом ранении. В ответ Кремль выпустил традиционный репортаж без даты и локации, но с акцентом: генерал на месте, работает, все под контролем. То есть мы не знаем, на самом ли деле это был Герасимов и говорил ли он что-то, и было ли это в этом году. Может, это только сцена из известного фильма, где из мертвого человека выдают живого. Как думаете? Пишите в комментарии обязательно. Трамп снова зовет Кима на рандеву и хочет провернуть ядерную сделку века прямо на фоне уличных протестов в Сеуле. Во время полета в Азию американский президент заявил, что открыт к личной встрече с Ким Чен Ыном. Говорит, до сих пор прекрасно ладит с диктатором и хочет обсудить все, от ракет до мира. Ким, к слову, в сентябре дал понять, что тоже не против. Мол, помним Трампа с теплом. Если он свяжется, да, я бы встретился. В прошлый раз я просто выложил в интернет, что еду в Южную Корею, и если он хочет встретиться, я открыт. И сейчас тоже, если хотите, передайте. Я не против. Знаете, у них не так много телефонов. Ядерного оружия, да, полно, а вот телефонной связи не очень. Но я открыт. У меня были отличные отношения с ним. Он, наверное, уже знает, что я еду, правда? Так что передайте, если что, я не против.
Но Южная Корея встречает Трампа не цветами, а яростью. В Сеуле тысячи протестующих, плакаты, надувные головы и обвинения в шантаже. Причина – ультиматум Трампа. 350 миллиардов долларов инвестиций в экономику США в обмен на ослабление пошлин. Вашингтон говорит: вперед, платите. Сеул отвечает: максимум. Займы и гарантии. Живых денег не ждите. В то время как наша страна должна сосредоточиться на управлении собственными финансами, США ведут себя как грабитель. Внезапно, принудительно и почти как при ограблении. Требовать от нас инвестировать 350 миллиардов долларов – это абсурдная сумма. Почти 80% наших валютных резервов. Это слишком жестко. Я считаю, что Южная Корея должна твердо заявить об отказе выполнять такие требования. Президент Ли Чжэ Мён готовится к переговорам с Трампом 29 октября. На столе конфликтные тарифы, раздраженный электорат и лидер Северной Кореи, который снова может появиться в кадре. Играть будут жестко. Ушла эпоха. На 94-м году жизни умерла таиландская королева-мать Сирикит, вдова легендарного Рамы IX и символ старой монархии. Она была супругой Пхумипона Адульядета, самого долгоправящего короля в истории страны. Их брак длился более 60 лет, а ее статус в тайском обществе оставался почти сакральным. После смерти мужа в 2016-м она оставалась фигурой национального масштаба, несмотря на ухудшившееся здоровье. 12 августа, день ее рождения, в Таиланде официально считается Днем матери. Сейчас в стране объявлен национальный траур, флаги приспущены на месяц, королевская семья и чиновники будут соблюдать траурный год. Влияние монархии в Таиланде остается мощным и сегодня. Любые публичные оскорбления в адрес королей караются по уголовному кодексу, поэтому прощание с Сирикит – это не просто церемония, а часть национального самосознания. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.